Уже прошел месяц, как мы, бабушка, мама и я, сели в поезд в сторону юга в приподнятом настроении. А как иначе, если билеты нам удалось взять за один день до отъезда? Единогласно мы приняли решение, что нам всем необходима смена декораций. Сильно желая освежить наши взоры, любуюсь чистейшим лазурным ласковым морем на берегу Абхазии. Нас с мамой, честно сказать, кидала в рассуждениях, где нам сделать свой выход с поезда – в поселке Лазаревское или же на ЖД вокзале Адлер, чтобы отсюда двигаться туда, куда звали наши сердца. Ведь, побывав раз, хочется возвращаться навстречу той природы, которая вдохновляет. Мы волновались из-за нашей старшей единомышленницы, которая только одобряюще принимала все наши «за» и «против», без сомнений, что все получится, комментируя так, что я вообще рада, что с вами куда-то еду. Но впереди граница и возможная очередь на контроле, а также вечерний приезд, и очень быстро темнеет. А мы еще не нашли крышу. Прочитывая десятки сообщений, находясь в поезде, и самый популярный ответ – мест нет. А мы уже представляли этот берег, где вместо железной дороги роща редкой реликтовой сосны, невинное прозрачное море, невозмутимые горы, проселочные тропинки, минимум машин, суеты. И, это настоящий деревенский шик! Затаив дыхание, я читаю снова ответ. Да, место есть, 7 минут до моря, но сама комната старенькая, уже в не новом доме, отвечает девушка. Также сообщаю, что основные ее добротные домики все заняты, уже давно и надолго. И мама уже вспоминает фильм, где героиня-туристка располагается в курятнике в разгар курорта из-за полной посадки всех возможных домов. Мы немного выдыхаем и точно уже едем до Адлера, чтобы уже оттуда добраться до границы Абхазии, а там до ворот, где ждет наша крыша в поселке Лдза или Лидзава, который у ближайшего к нему города Пицунды. В беседе с нашей попутчицей, девушкой из Абхазии, мы узнали об актуальных ценах, а именно, на какие рассчитывать, чтобы добраться на такси прямо от вокзала до нашего места. И благодаря рекомендациям попутчицы мы держались гораздо спокойнее, и торг был уместен. У ЖД вокзала Адлер нам предлагает трансфер молодой мужчина. И через 20 минут мы уже на границе. Делаем остановку всего на 30 минут, ведь за это время мы проходим контроль и едем дальше до нашего села. Уже по серпантину Абхазии, в сопровождении ее природы, ее роскошного вечернего наряда и радушия с музыкой. Но таксисты, конечно, сильно гоняют здесь, и они гордятся своими неформальными статусами гонщиков. И через час мы уже у ворот нашего ночлега, а в поселке ничегошеньки не видно, темно, как в чулане. И нам становится не по себе, так как обстановку получается не сразу оценить. И ворота-то мы не сразу нашли, и таксист уже нервничает из-за плохой дороги. Бормоча себе под нос, не могли поближе что-то найти. Я выхожу из машины и нахожу открытую калитку. Вхожу, а там ждет нас хозяйка в положении березки, делая вечернюю гимнастику, заявляя, что нам она уже махала. И надо бы совсем уже расслабиться, но начинается ревизорра. Бабушка говорит, что за вонь? Мама: а почему в форточке окна без стекол? А я: какой просторный красивый сад, а звонкие сверчки вместо музыки. А дом похожий на усадьбу, только немного заброшенную, больше в стиле лофт.
Мама договаривается, что мы платим только за одну ночь. Но с чувством облегчения того, что мы уже на месте и есть где переночевать, идем готовиться ко сну. Утро. Мы просыпаемся с первыми криками петухов. Для меня это было впервые. Это необыкновенно. Прислушиваться к тому, как просыпается природа, особенно здесь, в селе, где не сосчитать всех ее солистов дивного хора. И все вокруг раскрывается. Проселочные дороги уже не такие жуткие, они уже наливаются солнцем. Так же и душа, от чего рождается непоколебимое чувство, что все будет хорошо. Так все и начинается. С настроения. Мы решаем съездить на разведку до Пицунды, а именно найти уютное местечко, в котором проживали 5 годами ранее. Заодно с интересом наблюдая все изменения. Они есть. И новые постройки, и чистота на улицах, и вежливые продавцы. Приветствуем хозяйку прежнего места, по пути собрав с десяток других гостевых домов в поиске свободных комнат, и спрашиваем про места в желаемом местечке. А в ответ, к сожалению, мест нет, и лучше бронировать с марта. И делится тем, что в этом году очень сложно найти на месте жилье, поведав о семье, которая до ночи моталась и, пожалев, пустила на одну ночь. Соответственно, в самой Пицунде совсем мест нет. Мы возвращаемся уже обратно с готовым завтраком для бабушки, проходя мимо ближайшего частного сектора со своими вежливыми позывными «Хозяева!». О, и нам улыбается удача и предлагает посмотреть женщина комнату ее большого дома. И мы танцуем. И нам все нравится. И двор, где можно приятно проводить вечером время за круглыми столиками, с видом на сад и цитрусовые деревья со спелыми лимонами прямо под ногами. И все для людей. Мы бежим, чтобы порадовать бабушку, и нам было важно, чтобы в первую очередь было приятно ей. И начинается наш отдых в стиле деревенского шика, где больше нет суеты, а есть улыбки от всего того, к чему так стремились. И первое, что открывается нам перед выходом к морю, это красивые, как на другой планете, завораживающие своими необычными формами сосны, украшенные вьюнами и поющие от неугомонных певчих, невидимых цикад. Их было так приятно слушать, ощущая единство с природой. Ах, и этот запах, который успокаивает сознание до самых глубин. И жемчужина нашего отдыха – это, конечно, море, которое будто только что родилось. А нырнув с открытыми глазами, можно было увидеть каждый камушек, как переливался и мерцал от ярких золотых лучей так, что делало богаче впечатление от таких щедрых сокровищ. И совсем не хотелось отвлекаться на телефон, чтобы сделать фото или видео, так как это не передать, а в сердце остается надолго. Мы отдыхали 8 полных дней, и этого времени хватило сполна. Больше времени проводили, конечно, на берегу, принимая солнечные и морские ванны. И это лучшие косметологи. Ведь с возвращения с пляжа все больше нравилось свое отражение, естественная улыбка, здоровый цвет кожи. В свое время нам с мамой понравилась экскурсия «Абхазское застолье». Это когда большая семья местных жителей в доме, в горах принимает у себя около 500 человек за один стол в несколько рядов, за которым собираются люди с абсолютно
разных неожиданных уголков. И глава семейства рассказывает об обычаях, традициях, сопровождая удивительными, харизматичными тостами за самое важное. За мир во всем мире, родителей, детей и многое другое. И звучали бокалы, которые поднимали все 500 человек. После каждого пламенного тоста хозяина дома. Были и народные танцы на уютной домашней сцене, которые зажгли сердца людей. И, конечно, в разгаре вечера все пели и танцевали. Душевность и позитив зашкаливали. В этот раз сюда мы ездили уже с бабушкой. Позитивнейшим моментом было то, когда хозяин подходил к каждому столу, чтобы узнать город, откуда приехали его гости. И звучали различные места и приветствующие аплодисменты всех присутствующих. И город Камчатка также прозвучал, где в юности жила моя бабушка, которая в свободную минуту успела уже найти ту женщину с Камчатки и поговорить с ней. Узнав об изменениях, узнав об изменениях, дорогих ее сердцу мест. Атмосфера чудесная тем, что люди здесь сближаются, забывая о том, что разделяет, вспоминая о том, что объединяет, вспоминая о вечных ценностях. Если бы было больше дней, я бы поехала еще на экскурсию на джипах по труднодоступным местам. Но так как в Питере в июле шли дожди, мой путь на пляж был в радость. Вместо джипов я предлагаю маме доску для легкого серфинга, и мы наслаждаемся видами нашего берега и гор, которые будто оберегали наше спокойствие. Также мама с бабушкой приятно провели время с рыбками, докторами, которые окружили их стопушки в аквариуме так, что сидели будто в валенках. Маршрутки по селу ходят часто, и остановка всегда там, где просто помашешь рукой. Со своими особенностями, а также частичным песком, был пляж рыбзавода. Так называется следующая остановка после нашего пляжа. Мы ходили на море 2 раза в день, с 7 до 11 и с 3 до 6 или 7. Но однажды мы с мамой решили пойти в 4 утра, поставив будильник на 3. Я просыпаюсь и бужу маму, а она не заставляет ждать. Выходит во двор вперед меня, а там в прямом смысле огонь, который уже подкрадывался к нашему забору. Она побежала к соседям, не отвечают. И тогда моментально разбудила всю семью, отвечающую за дом, в котором жили мы. Они сгруппировались и со скоростью света предприняли необходимые действия. Слаженно, как команда, быстро собрали все шланги с огорода, а кто-то начинал набирать воду из колодца. А мы предлагаем свои свободные руки
И пока мы бежали с ведрами, у всех уже облегчение. И сообщение, что все погасили, все хорошо. А виной того непотушенный мангал. Пожалуйста, лучше перестраховаться 1000 раз и проверить, что все и все в безопасности. И быть аккуратными. Берегите себя. Конечно, тем более нам уже не до сна. Мы все-таки идем встречать рассвет на море. И темным-темно вокруг. Только осторожные волны, будто желающие сохранить здоровый сон всего живого. А мы, как маленькие, в ожидании чуда, восторженно наблюдая за сменой красок и ритма жизни. И вот оно, солнце! Несмотря ни на что, оно встает и озаряет нашу жизнь. Каждое утро такое же сияющее, дарящее надежду на светлое будущее.